Дорогие друзья и гости канала, всем привет! С вами Людмила. Сегодня приглашаю вас на мастер-класс по вязанию вот таких прекрасных мокасин. Я думаю, что они понравятся вам, и вы будете с удовольствием их носить. Вяжутся они несложно. Любой из нас может легко справиться с этой моделью. Друзья, я напоминаю, что все видео и материалы, мастер-классы на моем канале для вас абсолютно бесплатны. Поэтому, если вы смотрите сейчас это видео, еще не подписавшись на канал, пожалуйста, сделайте это прямо сейчас. Нажмите на кнопочку «Подписаться», нажмите на колокольчик, и вы никогда не пропустите новые видео, которые будут выходить на канале. Ну а мы с вами сейчас начинаем мастер-класс. Начинаем с подошвы. Подошву я подобрала вот такую. Очень интересная фактура. Отверстия пробиты на расстоянии 1 см друг от друга. 37 размер. Красивая подошва для любых мокасинчиков подойдет. Если вам интересно, где я покупаю подошву, пряжу и другие инструменты, вот сейчас в правом верхнем углу появится ссылочка, перейдя по которой вы можете все это посмотреть. Пряжа Melissa Perlez номер 5. Очень хорошая, красивая пряжа, мерсеризированный хлопок, 100% катон. Пряжа испанская, очень красивая, она с таким блеском вообще, очень оригинальная. На 70 грамм 290 метров. Вот такая пряжа. Я буду вязать в две нити, потому что в одну нить будет очень тоненькая, поэтому в две нити. И крючок буду использовать 2,5 миллиметра. Начинаем с обвязки подошвы. Вот отсюда где-то я буду обвязывать. Начинать от середины подошвы буду отсчитывать отверстия. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот в 7-е отверстие буду начинать обвязку. В первое отверстие провязываю 1 столбик без накида. Во все последующие по 3 столбика без накида. Вот таким образом первый столбик. В это же отверстие второй. В это же отверстие третий столбик без накида. Вот 3 столбика в одно отверстие. Теперь в следующее отверстие точно так же 1 столбик без накида, второй, третий. Конец нити не забываем ввязать сюда вязание, чтобы не обрезать. Теперь в следующее отверстие точно так же. Столбики без накида. 1, 2, 3. Вот таким образом провязываем по всей окружности до вот сюда, до начала ряда. Весь ряд. Вот остается последнее отверстие в конце ряда. 1 столбик, второй, и третий. И вот мы начинали ряд с одного столбика. Теперь сюда довяжем 2 недостающих. Провязываем второй столбик в это отверстие, в первое. И провязываем третий столбик в это же отверстие. Вот мы ряд закончили. Теперь в первую петлю предыдущего ряда соединительный столбик, воздушная петля подъема, и начинаем второй ряд. Второй ряд вяжем по изнаночной стороне.
В каждую петельку предыдущего ряда просто столбик без накида. Провязываем весь ряд столбиками без накида. Петли не пропускаем, в каждую петлю провязываем столбики без накида. Двигаемся таким образом до начала ряда по кругу. Провязываем весь ряд вот сюда, встречаемся здесь. В конце ряда довязываем последние столбики без накида. Соединительный столбик в первую петлю ряда, воздушная петля подъема, разворачиваемся и вяжем дальше по лицевой стороне. Провязываем весь ряд вот таким узором. Сейчас в петлю на ряд ниже опускаемся, вяжем столбик без накида, затем в петлю предыдущего ряда столбик без накида. Снова через ряд прыгаем вниз вот сюда, столбик без накида, в петлю предыдущего ряда обычный столбик без накида. Опять вниз через ряд столбик без накида, в петлю предыдущего ряда столбик без накида. Чередуем снова на ряд ниже, через ряд. Не вот в этот, а вот сюда, ниже, столбик без накида. И в предыдущий ряд столбик без накида. Вот такой у нас получается узор. Чередование вот таких длинных коротких столбиков встречаемся в начале ряда. Довязываем. Вот совсем уже близко я показываю, вообще, ну, хорошо видно, да? Вот сюда прямо. Туда, где мы первый ряд вязали, длинный столбик, потом в предыдущий ряд короткий столбик. Так доходим до конца ряда. Теперь на ряд ниже через ряд длинный столбик, в предыдущий ряд короткий столбик. Все столбиками без накида. Опять через ряд длинный столбик. Предыдущий ряд короткий столбик. Вот мы ряд заканчиваем. Сейчас у нас длинный столбик. Остается тут у нас вот петля первая, берем ее и провязываем соединительный столбик. Вот так. Теперь воздушная петля подъема. Разворачиваемся на изнаночную сторону и по изнаночной стороне снова вяжем весь ряд столбики без накида в каждую петельку. Вот так в каждую петлю проходим весь ряд по кругу, провязываем столбики без накида. Доходим до конца ряда, провязываем весь ряд, встречаемся здесь вот в конце ряда, и в конце ряда вот довязываем, у нас осталось 2 петли, 2 столбика без накида, и в первую петлю начала ряда соединительный столбик. Провязали, разворачиваемся на лицевую сторону, воздушная петля подъема, не забываем начало ряда и начинаем снова вязать. Вот над длинным столбиком, где у нас был длинный столбик, мы вяжем также длинный столбик из петли через ряд на ряд ниже. Над коротким короткий.
снова длинный, опять опускаемся на ряд ниже, теперь короткий, над ним короткий. И вот так мы провязываем весь ряд. Тут в принципе ничего сложного. По рисунку вяжем точно такой рисунок, который у нас в предыдущем ряду. Мы его копируем на этот ряд. И так мы провязываем еще несколько рядов. Пройдем, я думаю, что 4 ряда мы провяжем. Еще 3 ряда вот к тому, что мы провязали. В конце, вот сейчас я 3 ряда провязала, видите, в конце каждого ряда у нас идет соединительный столбик, и вот от середины ряда отсчитываем, где мы сейчас, 3, 4, 5, 6, между 6 и 7, и в эту сторону тоже отсчитаем. Это будет одинаковое количество петель, по 3 в каждое отверстие. 5, 6, вот между 6 и 7 намечаем себе здесь петлю, до которой мы будем вязать этот ряд, потому что 4-й ряд мы сейчас вяжем не полностью, а только вот до этой петли. Так, теперь мы переносим вот эту петлю на маркер, нить протягиваем вот сюда ко второму маркеру и начинаем вязать изнаночный ряд. Вот с этой петли, где у нас был маркер намеченный, мы вяжем изнаночный ряд столбиками без накида. В каждую петельку провязываем столбик без накида по пяточке от второго маркера к первому. Нить, которую мы протянули, мы ввязываем сюда вовнутрь вязания. Таким образом доходим до конца ряда, то есть до первого маркера. Вот сюда. Здесь провязываем последние столбики без накида. Вот с этого маркера снимаем петлю на крючок. Вместе с ней провязываем столбик без накида. Еще 1, 2 добавляем столбики, 3, 4, 5, 6. Добавили 6 столбиков, разворачиваемся на лицевую сторону и провязываем таким же узором, как у нас был. Над длинными столбиками вяжем длинный столбик, над короткими короткий из петли предыдущего ряда. Вот так, вниз через ряд и в предыдущий ряд, вниз через ряд и в предыдущий ряд. Провязываем до той стороны, рисунок не меняется, вот такой же сюда заканчиваем, отсюда вот сюда по пятке только вяжем. Здесь в конце провязываем, тут длинный столбик у нас последний. Дальше, так как у нас тут лицевой, нам нужно еще и изнаночный ряд. Ставим сюда маркер, отсчитываем 6 петель вперед, 1, 2,
3, 4, 5, 6. В шестую петлю вот сюда заводим крючок. Вяжем изнаночный ряд столбиками без накида. Доходим до маркера. Провязываем вот эти вот 6 петель столбиками без накида. Последний столбик провязываем вместе с петлей, которая у нас на маркере. Снимаем ее на крючок. И вместе с ней провязываем вот этот шестой последний столбик. И дальше двигаемся по изнаночному ряду столбики без накида в каждую петлю. Проходим этот ряд до той стороны, вот сюда, до начала. И здесь еще раз повторяем то же самое. 6 петель отсчитываем вперед. Вот начинаем вязать потом лицевой ряд по рисунку на ту сторону. И затем уже изнаночные ряды по кругу будем двигаться. И провяжем уже полные круговые ряды. Вот так 6 петель отсчитали, затем вернулись отсюда, вот наметили по рисунку, пойдем назад лицевой ряд. Мы немножко сделали заужение пяточки. В конце ряда также ставим последнюю петлю на маркер, 6 петель вперед и возвращаемся опять изнаночными петлями. Изнаночный ряд, каждую петлю столбик без накида. 3, 4, 5, 6. Вот так намечаем конец ряда. И снова то же самое. В каждую петельку провязываем столбик без накида. Четыре, 5, дополнительных 6 столбиков. 6. Шестой столбик провязываем вместе с петлей, которая у нас на маркере. Снимаем петлю с маркера на крючок. И вот у нас 3 петли на крючке, провязываем их вместе. Дальше идем столбиками без накида на ту сторону в начало ряда. Провязываем вот сюда до маркера, который мы наметили здесь. Маркер можно снять. Вот довяжем сюда и пойдем уже по передней части. Теперь дойдем прямо вот сюда до этой стороны. Вяжем все столбиками без накида. Вот вернулись мы опять к пятке по кругу. Вот здесь в конце ряда соединительный столбик, воздушная петля подъема. Вот так мы сделали загиб пятки небольшой. Это у нас получился 4-й ряд. Здесь у нас 6-й будет идти, потому что мы сделали 2 дополнительных ряда по пяточке, а по переду 4 ряда. Вот, и теперь мы низ обрезаем, прячем этот конец нити в вязание изнутри и начинаем вязать переднюю часть.
Значит, здесь находим центр подошвы. Вот это у нас центральная петля. От центральной петли вот так вот. У меня тут есть отметка. Находим центр и отсчитываем вправо. 1, 2, 3, 4. В четвертую петлю от центральной петли. Начинаем вязать. Первый будем вязать столбик без накида. Привязываемся. Теперь делаем накид. 1, 2, 3. Вот сюда мы в центральную петлю начинаем провязывать столбики с одним накидом. Вот 1, 2, 3 в четвертую петлю. 3 петли пропустили, в четвертую столбик с одним накидом. 1. Теперь накид, и в эту же самую петлю провязываем второй столбик с одним накидом. Делаем 2 воздушные петли. Теперь снова в эту же петлю провязываем, сейчас поближе покажу, снова в эту же петлю провязываем 2 столбика с одним накидом. Мы уже 2 провязали, сделали 2 воздушные петли. Теперь еще 1, 2, 2 воздушные петли. И третий раз в эту же петлю провязываем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. В эту же петлю. В одну петлю у нас получилось 6 столбиков с одним накидом парами. 2 столбика, 2 воздушные петли. Вот это. Вот здесь у нас 2 воздушные петли. Потом снова 2 столбика, снова 2 воздушные петли и 2 столбика. Вот, все в одну петлю. Теперь точно так же, как в начале, пропускаем 3 петли и в четвертую столбик без накида. Вот, это первый ряд у нас. Теперь еще 1 столбик без накида, 2 столбик без накида, 3 столбик без накида. Вот 3 столбика без накида. Разворачиваемся на изнаночную сторону и провязываем второй ряд. Делаем накид, и вот здесь у нас, где были первые 2 воздушные петли, вот сюда, вот в эту арочку, 1 столбик с одним накидом, 2 столбик с одним накидом, 2 воздушные петли. И снова под эту же самую арочку провязываем 1 столбик с одним накидом, 2 столбик с одним накидом под эту же арочку. И теперь переходим к следующей арочке, вот к этой. Под нее мы тоже провязываем 2 столбика с одним накидом, 1, 2,
2 воздушные петли и еще 2 столбика с одним накидом сюда же. То есть под каждую арочку мы провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. Вот так. Теперь по боковой части пропускаем 1, 2, 3 в 4 петлю столбик без накида. Еще один столбик без накида, еще один столбик без накида, разворачиваемся, вяжем 3-й ряд. Делаем накид вот в эту арочку. Столбик с одним накидом, еще один столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, 1, 2 и еще 2 столбика с одним накидом сюда же. Столбик с одним накидом 1, столбик с одним накидом 2. Переходим к следующей. 1, 2. 2 воздушные петли и вот сюда под следующую арочку 2 столбика с одним накидом, 1, 2, 2 воздушные петли, так же как с той стороны, и 2 столбика с одним накидом, 1, 2. Теперь по боковой части 2 петли пропускаем, в 3-ю столбик без накида соединяемся и провязываем еще 3 столбика. 1, 2, 3. Вот так. Этот ряд у нас получился, видите, вот так. Теперь вяжем изнаночный ряд. Делаем накид и вот под эту первую арочку провязываем 2 столбика с одним накидом. 1, 2, 2 воздушные петли и еще 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Теперь вот здесь у нас большая арочка, тут мы 5 петель провязывали. Провязываем столбики с одним накидом. 1, 2, 2 воздушные петли, 1, 2 и вот под эту вторую арочку тоже провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. То есть у нас было 2 пары, 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика. А теперь у нас в ряду 3 пары. Мы в центральную, под центральную арочку провязали еще 4 столбика с одним накидом и между ними 2 воздушные петли. Вот теперь в боковой части 2 петли пропускаем, в 3-ю столбик без накида. Провязываем еще столбики без накида. 1, 2. Разворачиваем вязание. И вот теперь будем провязывать следующий ряд. Делаем накид под первую арку. Мы всегда под первую арку будем вязать 2 столбика с одним накидом.
Это всегда под первую и под последнюю арочку. У нас будет идти 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. Здесь мы ничего не меняем. Вот так всегда крайние будут под первую и последнюю арку. 2 столбика, 2 воздушные петли и 2 столбика. А вот центр мы будем расширять. Вот здесь у нас 2 столбика с одним накидом. Вот над вторым столбиком, вот центральным, вяжем столбик с одним накидом. И под арочку еще 2 столбика с одним накидом. 2 воздушные петли. Теперь еще под эту арочку 2 столбика с одним накидом. 1, 2. И над первым столбиком 3 столбик с одним накидом. То есть у нас посередине было 2 столбика, теперь стало 3 и 3. Вот видите, и между ними 2 воздушных петли. Под последнюю арку то же самое. 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. Здесь ничего не меняется. 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. Боковой узор у нас неизменный. Здесь мы не добавляем, не убираем петель, а мы расширяем по центру. Дальше пропускаем 2 петли, в третью столбик с одним накидом, без накида, извините, столбик без накида. Теперь довязываем еще 1 столбик, 2 столбик и разворачиваемся на изнаночную сторону. Снова под центральную, под крайние арочки вот сюда, под первую вяжем столбик с одним накидом. Под первую арочку столбик с одним накидом первый. Столбик с одним накидом второй. 2 воздушные петли, 1, 2 и 2 столбика с одним накидом в эту же арочку. То есть 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. Вот здесь, где у нас было 3 и 3 и между ними воздушные петли, добавляем. Теперь мы вязали над первым столбиком, а теперь над вторым будем вязать столбик с одним накидом. Сейчас показываю, значит, делаем накид. И вот первый столбик, второй, над вторым, вот сюда, столбик с одним накидом. Над первым столбиком столбик с одним накидом. Под арочку 2 столбика с одним накидом. Это у нас получилось уже 4 столбика с этой стороны. Между ними 2 воздушные петли. Снова под арочку 2 столбика с одним накидом. Первый. Второй под арочку еще. Теперь над первым столбиком 3 столбик с одним накидом, над вторым столбиком 4 столбик с одним накидом. Теперь у нас их по 4 получилось. Вот было 2, потом 3, видите, вот 2 было, потом 3, а теперь у нас 4. У нас расширяется перед, прибавляем. И над последней арочкой то же самое. 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. Дальше продолжаем вязать точно так же, только в середине все время прибавляем по одному столбику с обоих сторон между воздушными петлями. У нас получится в следующем ряду по 5 столбиков по центру,
потом по 6, по 7, доводим до 10 столбиков в верхнем ряду. Вяжем все точно так же. По краям вяжем в каждую арочку 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика, а посередине постепенно увеличиваем количество столбиков, доводя их до 10 с каждой стороны. Вот так у нас все это выглядит. Вот здесь продолжаем точно так же вязать 2 столбика, 2 воздушные петли, 2 столбика, а здесь все время увеличиваем подарочкой 2 столбика и сбоку все время на 1 больше. 2, 3, 4, в следующем ряду 5, вот с этой петли начинаем, потом 6 и так далее. Все, я думаю, это понятно. Продолжаем наверх. И вот когда мы довели по центру до 10 столбиков с обоих сторон, нам теперь надо боковые части продолжить. Вот эти полосы мы продолжаем до центра. Центр вот этот уже не трогаем, оставляем, а здесь вяжем до центра. Начинаем как обычно. По боковой части провязываем боковые столбики без накида. 1, 2, 3. Разворачиваемся. Вяжем подарочку 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. 1, 2, 2 воздушные петли, 3, 4, 4 столбик с одним накидом. Теперь вот здесь столбик с одним накидом вот в эту угловую петлю, вот сюда. Вот здесь столбик с одним накидом. Теперь вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Разворачиваемся. И вяжем с изнаночной стороны тоже подарочку 2 столбика с одним накидом. 1, 2, 2 воздушные петли и еще 2 столбика с одним накидом. 1, 2, здесь пропускаем 2 петли, присоединяемся в третью. Столбик без накида. Теперь 1 столбик, 2 столбик, 3. Разворачиваемся на лицевую сторону. И снова подарочку 2 столбика с одним накидом. 1, 2, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом сюда же. 1, 2. Теперь вершину вот здесь угловой вот этого столбика из воздушных петель в третью петлю провязываем столбик с одним накидом, верхнюю петлю цепочки вот этой из воздушных петель. Снова 3 воздушные петли, разворачиваемся и также точно продолжаем вязать и вяжем до середины пятки, до центра пятки, вот сюда двигаемся. Вот одну сторону мы провязали, закончили по центру пятки, вот здесь у нас. И теперь с этой стороны
мы должны сделать то же самое. Начинаем по лицевой стороне, вот отсюда. Привязываемся в угловую петлю. Провязываем 3 столбика, 3 воздушные петли. Раз, два, два, три. Вот это у нас 3 воздушные петли. Делаем накид и вот подарочку вяжем столбик с одним накидом. Еще один столбик с одним накидом. Две воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. В общем, мы повторяем то же самое, провязываем вот эти 2 полосы, что с той стороны, что с той, одинаково до центра пятки. Вот второй столбик провязали. Теперь присоединяемся к боковой части. Пропускаем 2 петли, в третью столбик без накида. Еще столбик. Еще один. Разворачиваемся и опять подарочку вяжем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. То есть все очень просто. Повторяем этот узор по лицевой и по изнаночной стороне до центра пятки навстречу, где закончился у нас с той стороны этот узор. В конце ряда точно так же сюда в третью петлю из цепочки провязываем с каждой стороны столбик с одним накидом и потом 3 воздушные петли. Все, продолжаем вот так вязать до центральной части пятки. В общем, вяжем это навстречу, эти 2 полосы, навстречу с друг другом, вот сюда, и здесь уже их будем сшивать. Можно их просто взять, конец нити на иглу, сшить, а можно связать. Я просто соединительными столбиками свяжу вот этот узор с обоих сторон, не отрезая нити. Вот так беру встречные петельки и просто их провязываю вместе. Двигаюсь вниз соединительными столбиками. Вот так спускаюсь, и достаточно здесь 3-4 стежка сделать для того, чтобы связать вместе эти 2 части. А можно взять просто на иголочку нить и связать, прошить, просто прошить, ну так как вам удобнее. Связываем до низу и затем нить здесь мы обрезаем. И можно будет уже вот здесь задник закончить. Вот так, все. Я просто их связала вместе.
Нить обрежу, перетяну ее на изнаночную сторону и спрячу в вязание. Все, теперь нам осталось сделать обвязку. Здесь можно вот эти нити у меня с двух концов нитей связать вместе, а потом их спрятать. Все хорошо, все выглядит ровненько, аккуратненько. И теперь мы будем делать обвязочку. Обвязку начинаем. Так, откуда мы начнем обвязку? Вот с этой стороны, наверное, с этого угла. Привязываемся сюда. В угловую вот сюда в петельку столбик без накида. И дальше под каждую арочку вот так делаем обвязку столбиками без накида. Под каждую арочку. Ну, я думаю, что 3 столбика без накида под арочку будет нормально. Смотрите так, чтобы у вас был верх не стянут и не болтался. Может быть, где-то можно сделать меньше, но я делаю по 3 столбика под каждую арочку и провязываю так обвязку всего верха. Это первый ряд. И потом еще сделаю декоративную какую-то обвязочку. Конец нити ввязываем сюда, чтобы он не оставался. Вот таким образом обвязываем до этого угла. На этом углу мы сейчас перейдем наперед. Я не довязала 2 петли до угловой, делаю 3 воздушные петли. И вот здесь отсчитываю 4 петли, в 5-ю столбик с одним накидом провязываю. Вот так. Теперь снова еще один столбик с одним накидом. Воздушные петли 1, 2, 3. Делаю накид, пропускаю 4 петли в 5-ю, столбик с одним накидом, еще один столбик с одним накидом, вот под эту арочку 3-й столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, опять сюда 1 столбик под арочку, 2 над следующими 2 столбиками по 1 столбику с одним накидом, над 1-м столбик с одним накидом, над 2-м. А дальше зеркально, как по той стороне, делаем воздушные петли, 2 столбика с одним накидом, воздушные петли и доходим до угла. Точно так, как мы провязали вот с этой стороны. Четыре петли отсчитали, столбик с одним накидом, еще один столбик с одним накидом, снова воздушные петли 1, 2,
3. Присоединяемся к боковой части. По боковой части присоединяемся, пропустив одну петлю соединительным столбиком. Вот так. Все. Здесь наверху все. Теперь делаем обвязку уже такую декоративную. Вот так снизу берем крючок и в каждую петелечку провязываем полустолбик. Снова накид вот так на крючок. Крючок подводим вниз и полустолбик. Вот так снова раз, накид на крючок, только крючок снизу. 3 полустолбик. Так, снова 4 полустолбик. Они такие будут красивые. 5 полустолбик. Точно так, накид берем не как обычно мы сверху, а берем снизу его. Вот, провязали 5 полустолбиков. Будем делать такую обвязку по всей окружности. Теперь сделаем 2 соединительных столбика. Следующие 2 петли. 1. Вот оно так как веерок получается, но невысокий. 2. И дальше снова 5 полустолбиков. Вот так с накидом на крючок снизу. 1. Это важно, вот если с этой стороны брать накид, он совершенно по-другому будет смотреться. 2. 3. 4. 5. Дальше снова 2 соединительных столбика. 1. 2. И дальше опять повторяем. Вот так 5 полустолбиков, 2 соединительных столбика. 5 полустолбиков, 2 соединительных. Провязываем до угла на той стороне. Вот, дошли до угла. И теперь под арочку делаем обвязку. Просто столбики без накида. Под первую арочку вяжем 2, 3. Теперь вот сюда между вот этими делаем тоже столбик между столбиками с одним накидом и под другую арочку 1, 2, 3. Теперь между каждыми вот этими столбиками с одним накидом провязываем столбики без накида. Под центральную арочку 1, 2. Вот такую делаем просто ровненькую обвязку по переду. Между каждыми вот этими столбиками с одним накидом тоже столбики без накида. Под арочку 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Между двумя столбиками с одним накидом тоже столбик без накида. И под последнюю арочку 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Вот видите, так у нас все красиво получилось.
очень аккуратненько. Теперь вот сюда в угловую петлю соединительный столбик, нить обрезаем, вытягиваем ее на изнаночную сторону и прячем вязание. Все, наши туфельки закончены. Все, на этом осталось нам спрятать все концы нитей, если какие-то мы еще не спрятали. Положить стельки, какие мы подобрали для этих туфелек. Ну и все. И можно носить. Можно по желанию украсить. Ну вот, друзья, наши туфельки готовы. Смотрятся они просто замечательно. Мне нравится. Если вам понравилось это видео, друзья, поставьте, пожалуйста, лайк. Не забудьте подписаться на канал. Напишите, пожалуйста, пару слов в комментарии, понравился ли вам мастер-класс. Все ли вам понятно? Если есть вопросы, пишите, я на них обязательно отвечу. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, которые будут выходить на канале. Я желаю вам ровных и красивых петелек и до новых встреч, друзья!